В регионе наблюдается нарастающая дипломатическая активность, связанная с трансформацией сирийской внешней политики. Как сообщают ближневосточные источники, между новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммад аль-Джулани, и представителями израильских спецслужб, в том числе структуры, аналогичной Моссаду, ведутся негласные переговоры. Посредничество в этих контактах осуществляют Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты, которые, по мнению аналитиков, стремятся создать новую модель баланса сил в Сирии и вокруг нее. Обсуждаемые вопросы охватывают широкий спектр – от политического устройства Сирии до вопросов безопасности и внешнеполитической переориентации. Одним из ключевых предложений, обсуждаемых на дипломатическом уровне, является идея превращения Сирии в федеративное государство, по аналогии с послевоенным Ираком. Израиль и США, как сообщается, заинтересованы в ослаблении турецкого влияния и разрыве связей между Дамаском и структурами, поддерживаемыми Тегераном, прежде всего с ливанской Хезболлой. По имеющейся информации, во время неофициальной встречи в Абу-Даби сирийской стороне был предложен комплекс договоренностей, включая признание ее легитимности, помощь в области безопасности, а также экономическую и гуманитарную поддержку. Особое внимание уделяется американской инициативе по стабилизации Сирии, которую курирует спецпредставитель США, работающий в регионе и поддерживающий постоянные контакты с Дамаском, Анкарой и Бейрутом. В СМИ эта программа получила название «Американский план стабилизации». Израильские источники сообщают, что в обсуждении задействованы высокопоставленные официальные лица, в частности, глава внешней разведки и министр иностранных дел. Также отмечается, что военные Израиля поддерживают канал связи с сирийскими офицерами, особенно в южных районах Сирии, где находятся буферные зоны. По неофициальным данным, обсуждается возможность заключения масштабного соглашения, которое могло бы положить конец многолетнему противостоянию. Предполагается, что одним из пунктов соглашения может стать признание израильского контроля над Голландскими высотами и поэтапное сокращение военного присутствия Израиля в Южной Сирии после декабря 2024 года. На этом фоне министр иностранных дел Израиля выразил заинтересованность в нормализации отношений как с Сирией, так и с Ливаном, при условии соблюдения ключевых стратегических интересов Израиля. Некоторые аналитики связывают это с постепенной отменой американских санкций против Дамаска, процессом, который может открыть окно возможностей для восстановления международной легитимности нового сирийского руководства. Особое значение приобрело заявление Ахмеда аш-Шараа, сделанное в мае после встречи с президентом Франции. Он впервые публично подтвердил наличие прямых контактов с израильской стороной, что вызвало резонанс на международной арене. Однако, по информации ливанских СМИ, в рядах сирийского истеблишмента нет единства по вопросу сближения с Израилем. Этому препятствуют как давние связи с Турцией, так и внутренние политические соображения. Саудовская Аравия, по мнению экспертов, относится к происходящему с осторожным оптимизмом, рассматривая потенциальную сделку как инструмент ослабления влияния Ирана в регионе. В то же время остаются опасения, что реализация договоренностей может быть сорвана действиями радикальных групп или вмешательством извне. Не исключается, что даже при подписании формальных соглашений стороны столкнутся с серьезными вызовами, включая саботаж и эскалацию напряженности. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на анонимные источники сообщает, что переговоры вписываются в контекст возможного расширения соглашений Авраама, инициированных в 2020 году США и при участии Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Марокко. По имеющимся сведениям обсуждаются условия, при которых Сирия могла бы включиться в этот процесс. Однако камнем преткновения остается позиция Дамаска относительно военной активности Израиля на сирийской территории. Сирийская сторона, как утверждается, категорически отказывается от любых условий, позволяющих подобные действия в будущем. Хотя израильская риторика в отношении Сирии стала более сдержанной, перспективы подписания полноценного соглашения остаются неопределенными. Процесс нормализации будет во многом зависеть от внутренней консолидации в Сирии,
а также от способности международных посредников сбалансировать интересы всех вовлеченных сторон. На этом фоне президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджана. Его поездка, по мнению аналитиков, имеет многослойный характер, как дипломатический, так и стратегический. Среди приоритетных тем – установление официальных контактов с азербайджанским руководством, возможное признание нового политического курса Сирии, обсуждение энергетического сотрудничества, в том числе поставок газа и участие в восстановлении сирийской инфраструктуры. Также не исключено, что Азербайджан был выбран в качестве нейтральной площадки для продолжения переговоров по линии Ближнего Востока, включая контакты с Израилем. Ранее сообщалось, что в Абу-Даби состоялась важная встреча аш-Шараа с высокопоставленным представителем Израильского совета национальной безопасности, что может свидетельствовать о сближении позиций сторон по ряду ключевых вопросов. В рамках визита в Баку уже состоялась встреча аш-Шараа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Сирии и азербайджанской государственной нефтяной компанией «Сокар». Хотя детали соглашения не разглашаются, известно, что речь идет о потенциальных поставках энергетических ресурсов и инфраструктурных проектах. На фоне растущей региональной напряженности визит аш-Шараа может иметь и скрытые цели, касающиеся военной безопасности и региональной логистики. В экспертной среде обсуждаются данные о перемещении определенных группировок внутри Сирии и возможной переориентации их активности ближе к иранской границе. Такие изменения могут быть частью более широкой стратегии давления на Иран, учитывая последние сообщения об ударах по объектам на севере этой страны. Дополнительный интерес вызывает концепция, получившая условное название «Коридор Давида». По мнению ряда аналитиков, Израиль может стремиться к созданию устойчивого пояса влияния от Иорданской долины через части Сирии и Ливана до иракской границы. В рамках этой стратегии может вестись работа по формированию инфраструктурной и логистической базы, а также по расширению зон стабильного контроля. Некоторые аналитики видят в этом долгосрочную попытку трансформации регионального порядка, где Израиль при поддержке западных союзников играет ключевую роль в обеспечении безопасности и управлении транзитными коридорами. Отдельные элементы этой стратегии уже реализуются в районах, где влияние официального Дамаска ослаблено. Там растет военное и политическое присутствие США и их союзников. Это касается как территорий вблизи Ефрата, так и направлений, ведущих к иракской и иорданской границам. Не исключено, что в перспективе эти зоны могут быть интегрированы в новый геополитический проект, нацеленный на ограничение иранского влияния и обеспечение коридора безопасности вдоль Восточного Средиземноморья. Таким образом, визит Джулани в Баку рассматривается не только как дипломатическая миссия, но и как часть более сложной региональной мозаики, в которой Азербайджан может играть роль связующего звена между различными центрами влияния. Перемены, происходящие в Сирии, указывают на попытку выстроить новую конфигурацию международных отношений, в которой Дамаск постепенно выходит из-под традиционной опеки Турции и Ирана, открываясь для новых союзов, пусть пока и неформальных. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропустить важнейшие события со всего мира и получить качественную политическую аналитику в нашей подаче.